Тигрица не вернулась. Еще до рассвета она ушла через густой лес к реке, двигаясь все медленнее. Ее силы заканчивались, тело больше не слушалось. К полудню среди высокой травы у берега остался лишь ее запах. Лес снова стал тихим. Позади она оставила 3 детенышей, спрятанных под сломанными ветками в неглубокой яме. Тигрята были совсем крошечными, едва открывшие глаза, слабые и беспомощные. Они жались друг к другу, пытаясь найти тепло матери, которая исчезла навсегда. Один из малышей пытался ползти вперед, но быстро рухнул в траву. Другой едва держался на лапах. Третий лежал неподвижно, тяжело дыша. Их тихий писк разносился по саванне. Вскоре трава рядом зашевелилась. Из кустов медленно вышла львица. Она была худой, покрытой шрамами и явно давно жила в суровых условиях. Услышав слабые звуки, хищница остановилась и внимательно посмотрела вперед. Перед ней лежали 3 тигрят, слишком маленьких, чтобы убежать или спрятаться. Львица напряглась. Это были не ее детеныши. Инстинкты подсказывали одно, но она не бросилась вперед. Вместо этого хищница подняла голову и осмотрела местность. Поблизости не было ни одного взрослого тигра, только тишина, жара и 3 обреченных малышей. Один тигренок поднял голову и снова жалобно пискнул. Тогда львица медленно подошла ближе и легла неподалеку, закрывая малышей своей тенью от палящего солнца. Она не трогала их и не проявляла агрессии. Постепенно тигрята начали подползать к прохладной тени. Один из них добрался до ее лапы и без сил рухнул рядом. Остальные последовали за ним. Львица лежала неподвижно и внимательно следила за окружающей саванной. Спустя время она поднялась и ушла к влажной низине неподалеку. Вернувшись, хищница принесла во рту мокрую траву. Тигрята инстинктивно начали слизывать влагу, жадно пытаясь утолить жажду. С этого момента львица больше не уходила. Она легла между тигрятами и открытой равниной, словно защищая их от всего мира. Вскоре неподалеку появились шакалы, а в небе закружились стервятники, но никто не решился приблизиться. Тигрята постепенно успокаивались. Они прижимались к телу львицы и засыпали рядом с ней. Их движения становились увереннее, а писк все тише. Но однажды ветер принес новый запах. Львица мгновенно насторожилась. Вдали в траве мелькнул силуэт другой львицы. Она медленно вышла на открытое место и увидела невероятную картину. 3 живых тигрят и чужая львица, защищающие их. Несколько секунд обе хищницы стояли неподвижно. Никто не рычал и не нападал. Тигрята почувствовали новое присутствие и начали громче пищать. Тогда первая львица медленно отошла в сторону, освобождая место. Вторая львица осторожно приблизилась и начала обнюхивать малышей. Тигрята сразу поползли к ней, прижимаясь к ее груди. Она легла вокруг них, начала вылизывать их мордой и успокаивать. Все это время первая львица оставалась рядом, готовая в любой момент защитить детенышей. Спустя некоторое время мать тигрят подняла голову и посмотрела на спасительницу. В ее взгляде не было ярости. Она словно поняла, пока ее не было рядом, именно эта львица сохранила жизнь ее детям. После этого тигрица увела малышей глубже в лес. Но опасность не исчезла. По ночам рядом появлялись гиены, шакалы и дикие собаки. Тигрице приходилось постоянно защищать детенышей, переносить их в новые укрытия и искать безопасные места. Она переносила малышей по одному, осторожно держа за загривок и избегая открытых территорий. Проходили недели. Тигрята росли, их движения становились увереннее, а полосы на шерсти ярче. Они учились охотиться, повторяя каждое движение матери. Но со временем стало ясно, детеныши уже слишком большие, чтобы жить рядом с саванной. Однажды тигрица привела их к реке. Молодые тигры перешли на другой берег и остановились, оглядываясь назад. Мать осталась стоять у воды. Она издала тихий и протяжный рык, не предупреждение, а прощание. Тигры еще несколько секунд смотрели на нее, а затем скрылись среди деревьев. Тигрица долго стояла на берегу одна, пока солнце медленно опускалось за горизонт. Потом она развернулась и ушла обратно в саванну.